Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие шлепанцы на готовой подошве. Верх у меня связан тунисским крючком. Так, там покажу слева, справа, спереди. Значит, вязать я буду крючком. Для вязания мне понадобится номер 3. Пряжа у меня в этот раз плотная пряжа. Это Ализа Миди Суперлана с шерстью в 100 граммах 170 метров. Значит, вот у меня было по 100 грамм. Посмотрю в конце вязания, сколько у меня пряжи останется. Вот такую я взяла готовую подошву. Вот такие вот подошвы. По длине подошва, сейчас сразу ее замеряю. 24 сантиметра, 24,5. 39,40 написано, но 24,5. Значит, сразу по размерам. Если размер меньше, 37-38, если, допустим, у вас будет, то по ширине наберем на пару петель меньше. И по высоте также на пару петель меньше. Сейчас сразу я вам замерю высоту. Хотя в процессе вязания отвязанный верх я замерю в сантиметрах. Ну вот до вот этой вот обвязки 14 сантиметров. Я предполагала сначала, планировала, то есть вязать вот с подошвой вместе. Но это ж вот иногда не получается. Сделала ее широкую, поэтому не примонтировала. Вроде бы примеряла, а в итоге вот получилось буквально на 2 петли нужно было уже. Поэтому уже сделала вот просто так на подошве. А так нужно было сначала обвязать подошву, потом примонтировать вот эту внутреннюю стельку, а потом уже в последнюю очередь вверх. Ну, дай бог, еще не буду вязать, потом уже подошву эту сделаю, внутреннюю стельку. Сейчас уже распускать не стала. Значит, что мне еще понадобится? Обычный крючок вот для обвязки низа. Вот эту вот деталь верха я обвязала спицами. Ее тоже можно обвязать крючком, но я 4 ряда прошла спицами. Теперь по какой схеме я буду вязать? Так, где схема моя? Так, вот схема, можно остановить видео, сделать скриншот. Значит, у меня здесь снежинка, сам узор 25 рядов в высоту. Сразу скажу, 25 в ширину. Всего я мыс провяжу высоту, полностью у меня будет рядов 31 ряд. Начну с 15 петель и в ширину 31 петля. Да, 31. Если размер меньше, вот здесь по одной петле с каждого ряда можно уменьшить, по 2 останется, а не по 3. И начало у меня с 5 ряда начинается узор, на 1-2 ряда сделать ниже узор. И еще в конце видео я вставлю узоры снежинок, которые поменьше в размере. Сейчас надо их вытащить из альбома. Значит, тоже, если можно маленький размер, будут снежинки поменьше. Сейчас я буду вязать вот по вот этой вот схеме. Так, для этого берем крючок, переходим к вязанию. Так, крючок номер 3. Набираю цепочку 15 петель воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь крючок в каждое звено, в каждую петельку ввела и вытащила петельку. Ввела и вытащила. И так до конца ряда. Последнюю вытащила. Захватываю ниточку, возвращаюсь обратно. По 2 петельки. Захватила, протянула. Захватила нить, протянула. Иду в начало ряда. Пришла в начало ряда. Теперь смотрите, далее. Сейчас я провяжу с прибавками. В начале и в конце ряда буду делать по одной прибавке. 4 ряда провяжу. Далее я буду делать прибавки через ряд, чтобы он был закругленный мыс этот. Значит, сейчас провяжем 4 ряда с прибавками в каждом ряду. Так, первое на спице, вторую провязываю, одну прибавляю,
прибавляю вот с протяжки между петлями. Ввела спицу, крючок этот и добавила одну. Далее вяжем до конца ряда. Ввела крючок, вытащила петельку, ввела крючок, вытащила одну. Не довязывая последних 2 петель, сделаю еще одну прибавку. Так, осталось 2 петли на спице, кромочная еще одна. Опять из протяжки между петлями ввела крючок, захватила, прибавила. И последнее провязываю одну и кромочная. Здесь первый ряд, как я говорю всегда, немножечко сложно. По 2 дужки ввожу крючок, захватываю, все, вытащила. Закручивается, ну потом разровняется. Опять захватываю и по 2 петельки возвращаюсь. Добавленные петли вот эти вот не теряем, не пропускаем. Опять по 2 петли возвращаюсь с начала ряда. Так я провяжу 4 ряда, как я уже говорила, вместе с прибавками. Вяжем. Провязала я 4 ряда. У меня на спице сейчас 21 петля. Далее продолжаю вязать по схеме. Значит, смотрите. Так, что мы сейчас вяжем? Первый ряд. Провязываю вместе с добавкой 11 петель. Средняя петля, это у нас снежинка. Одна белым цветом у меня будет. И оставшиеся 11 петель также провязываю основным цветом. Она вся симметричная. Вот все. Одна половинка повторяет вторую. И верхняя часть, вторая половина, тоже повторяет нижнюю. Я сейчас с вами провяжу попетельно до середины. Далее узор у нас будет повторяться. Все идет симметрично. Поэтому, кто может вязать по схеме, вяжите по схеме. Я вот это вот начало до повтора провяжу. А там пойдем вязать сами уже. Значит, сейчас что делаем? 11 петель провязываем синим, одну белым. Так, считаю вместе с кромочной. Первая на спице, вторую провязала, третью добавила, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, следующий белый цвет. Куда я его закинула? Одну петлю провязываем белым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. И в конце ряда добавляем одну петлю. 1, 2, 3, 4. Девять, 10, 11. Осталось 2 петли. Одну добавили. И последние провязываем. По 2 дужки крайних ввела крючок. Опять вытащила. Захватываю нить и по 2 петли возвращаюсь. Так, вяжем, идем в начало ряда. Это у нас первый ряд был. Второй ряд узора. Первые 10 петель провязываем основным цветом. В этом ряду добавку не делаю. Вяжем дальше, прибавки делаю через ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали 3 петли белым цветом. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Это у нас второй ряд.
Довязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца, возвращаемся опять в начало ряда. Белый над белым провязываем основной цвет на основной, ниточку перебросила по изнанке, провязываю 3 петли. Опять второй цвет у нас идет основной. И так идем в начало ряда. Третий ряд узора. Первая на спице, вторую провязали, сделали одну прибавку. Далее вяжем основным цветом. Провяжем всего основным цветом 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязали. 1 белым. Две петли основным цветом. Одна белым. И далее идет повтор, то, что мы вязали на вот этой вот правой стороне. Симметрично. Опять 2 основным цветом и 1 белым. Оставшиеся петли провязываю все основным цветом и в конце ряда сделаю одну прибавку. Прибавки теперь я делаю через ряд, как я уже говорила. Так. Прибавила одну и оставшиеся 2 провязали. Все, возвращаемся обратно. Обратные ряды я не показываю, потому что это очень долго. Все обратно вяжем по узору без изменений. Тунисское вязание это. Сейчас я вяжу обратный третий ряд. И вот смотрите, сразу забегу наперед. Четвертый ряд у нас вот начинается в самом начале через 3 петли белый цвет. Здесь у нас вот заканчивается 1, 2, 3, 4, 5. Шестая петля. Будет сильно большая протяжка. Поэтому в таком случае, когда возвращаюсь вот обратно, чтобы не было большой протяжки, вот эту вот белую нить вот так вот перебрасываю. Ну, если вдруг разевали эту протяжку, тогда в следующем ряду, когда будем вязать, просто ее подвязать, поднять. Так, четвертый ряд, что у нас там начинается? 3 основных петли. Так, третий довязала. Четвертый ряд без прибавки. Вяжем 3 основным цветом, 1 белым, 2 основным цветом, 1 белым, 3 основным цветом, 1 белым и так далее по схеме. Так, поехали. Кромочная на спице, вторая, третья. Далее 1 петля белым, 2 основным цветом, 1 белым, 3 основным цветом провязываем. Ой. 1 белым, 1 основным цветом и опять 1 белым. Пришли к середине. Далее идет повтор. Вот в обратном порядке все, что вязали. Можно не смотреть даже в схему. Просто вот что у нас после середины. Основной цвет белый. И все то же самое вяжем. Так, 1 основным цветом, 1 белым. Далее 3 основным цветом. 1 белым. Что у нас здесь дальше? 2 основным цветом повторяем.
одна белым и последние 3 основным цветом провязываем. Все, осталось 3 петли. Симметрично все. Ах, нитка закрутилась. В этот раз я с клубков вяжу, с 2 нитей не обрезала, поэтому приходится их разматывать. Так, это у нас был 4-й ряд. Возвращаемся в начало ряда. 5-й ряд узора. Вместе с добавкой провяжем 5 петель. Первая на спице, вторую провязала, 3-я, 4-я, 5-я. 2 петли белым. 5 петель основным цветом. 3 петли белым, средние 3 петли белым цветом. И опять у нас повтор. Повторяем 5 петель синим основным цветом, 2 белым и оставшиеся до конца ряда провязываем основным цветом. Это у нас 5-й ряд и возвращаемся в начало ряда. 6-й ряд узора. В этом ряду у меня прибавок нет. Первые 5 петель провязываю основным цветом. 1, 2, 3. Так, что тут с ракурсом? 4, 5. 2 белым. 3 петли основным цветом. 1 белым. 1 основным цветом. 1 белым. Пришли к середине, средняя часть. 1 петля основным цветом. И далее у нас идет повтор. Все, что вязали на этой стороне, повторяем в обратном порядке. 1 белая, 1 основным цветом, белая, 3 основным, 2 белым. Вяжем. Так, заканчиваем 6-й ряд, возвращаемся в начало ряда. 1 белую провязали. Опять что здесь дальше? 1 синяя, 1 белая. Повторно повторять не имеет мне смысла. Довязываем. 7-й ряд узора. У меня сейчас будет последняя прибавка. На этом закончу добавки. Значит, первые 5 петель вместе с прибавкой основным цветом провязываю. 1, 2, 1 добавила, последнюю, 3, 4, 5. 1 белым. 2 основным цветом. 3 петли белым. 2 основным цветом. Так, середина у нас. 3 петли белым цветом провязываем. Далее идет повтор. 2 синим, опять 3 белым, 2 синим основным, 1 белым и оставшиеся петли до конца ряда вместе с прибавкой провязываем основным цветом. Это у нас 7-й ряд. Довязываем его до конца и возвращаемся в начало ряда. 8-й ряд узора. Здесь прибавки нету. 8 петель провязываю основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязала. 2 петли белым. 1 основным цветом. 1 белым. 2 петли основным цветом.
средняя петля белым. Дошли до середины. Все, повтор. Все, что мы вязали в обратном порядке. Сейчас вяжем 2 основным цветом, 1 белая, 1 основным, 2 белым и оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Это у нас 8 ряд. Так, довязываем, возвращаемся в начало ряда. 9 ряд узора. Так, 9 петель с прибавкой вяжу основным цветом. Так, это у меня последняя прибавка. Все, дальше прибавок не будет. Если у вас был размер меньше, то вы эту прибавку уже не делаете. Так, 3. Прибавила. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязала. 1 белым. 2 основным цветом. 2 белым. 1 основным цветом. И средняя петля белым цветом. Центр провязали. Далее вяжем все в обратном порядке. Повторяем. Это у нас был 9 ряд. Заканчиваем. Возвращаемся в начало ряда. 10 ряд узора. 5 петель основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 1 белым. 2 основным цветом. 1 белым. 1 основным цветом. 2 белым. 1 основным цветом. 1 белым. 1 основным цветом и средняя петля, центр, белым. 1 петлю провязали белым. Все. Повтор опять у нас. Вяжем в обратном порядке. 10 ряд это был. 11 ряд узора сейчас буду вязать. Что у нас вот получается? Вот такая вот деталь. Первые 6 петель основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 1 белым. 4 основным цветом. 1, 2, 3, 4. 2 белым. 1 основным цветом. И середина 3 петли белым цветом. 1, средняя 2 белым и 3. Все, белым провязали. Далее идет повтор. Идем обратно. 1 синим, 2 белым. Сколько здесь у нас? 4 синим основным, 1 белым и оставшиеся опять основным цветом. Это у нас был 11 ряд. Довязываем до конца. Возвращаемся. 12 ряд узора. Первые 4 петли основным цветом. 1 белым. 2 основным цветом. 3 петли белым. 3 основным цветом.
2 белым, так, средняя петля, центр 1 основным цветом, все, пришли в центр, повторяем, все, идем в обратном направлении. 12 ряд это у нас был, заканчиваем. 13 ряд узора, это у нас будет центр снежинки. После этого ряда все будет повторяться. Вот симметрично будем вязать то, что вязали до середины. Будем все это повторять. Так, первые 3 петли провязываем основным цветом. 1, 2, 3. Далее белый цвет. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель белым. 1, 2, 3. Нить перебрасываю, чтобы протяжки не было. 4, 5 провязали. 1 основным цветом. Опять белый. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель белым. 1, 2, 3. 4, 5. Пришли к середине. 1 основным цветом провязали. Средняя петля белым. И далее обратный ход. Все повторяем. Смотрите, теперь далее. Опять по схеме. Так, что я тут навязала? Так, вот мы на 13 ряду. Провязали среднюю часть. И далее можно по схеме я вяжу. Сразу смотрю, что я вязала перед этим. Следующий вот ряд у нас идет 14 и повтор. Вот. 1, 1, 3, 3. Все то же самое. Поэтому можно смотреть на нижний ряд и провязывать то же самое. Все симметрично. Значит, так, 13 ряд довязываем сейчас до конца. Далее продолжаем довязывать эту снежинку. Всего, как я говорила, у меня будет в высоту 31 ряд. Последние 2 ряда я провяжу основным цветом. Если размер был меньше, то у вас может быть остаться 1 ряд. В конце вязания я к вам вернусь. Замерю это все ширину, высоту в сантиметрах. И начнем вязать вот эти вот боковые части. Так, теперь в живом виде. Смотрите, довязала. Не закрываю петли. К вам вернусь. И вот эти вот части довяжем. Обвяжем потом вверх, ну потом пойдем уже дальше. Значит, заканчиваем сейчас снежинку, встречаемся. Закончила вязать мысок. Вот такой вот мыс получился у меня. Сейчас я его замеряю. Вот такая изнанка. Ну вот, 13,5 сантиметров. Я вначале 14 замерила, но это уже обвязанный он был. И в ширину 14. Так, теперь что я сделаю дальше? Сейчас я провяжу вот эти вот боковые части, ушки вот эти вот. Смотрите, как я их буду вязать. 8 петель, 2 ряда провязала по 8 петель. Потом на одну уменьшила, опять 2 ряда провязала, опять 2 ряда, на одну уменьшила, на одну уменьшила. И в конце у меня 4 петли останется, потом я их закрою. Значит, так, сейчас вот провязала сразу 8 петель. Возвращаемся обратно. Первые 8 петель. 2 ряда я после снежинки 2 ряда провязала. Следующий ряд 8 петель. Опять захватываю. Возвращаемся обратно. Следующий ряд опять провяжу 8 петель. А потом буду убавлять. Так, 2 ряда провязала по 8. Теперь 5 петель провязала. Осталось 3 петли. 2 вместе провязываю. То есть одну петельку убавила. Последнюю также под 2 дужки вытянула петлю, захватила, возвращаюсь обратно.
Следующие пару рядов опять провязываю без убавок, чтобы плавно сойти. Так, продолжаю вязать. Убавляю петельки через 2 ряда. Так, осталось у меня 4 петли. Пришла в начало ряда, все. Вот так вот я сделаю. Вот такой вот угол получился. Теперь точно так же сделаю с этой стороны. Значит, 8 и 8, посередине 16, и посередине остается 15 петель. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И все то же самое буду делать. Провяжу 8, потом только в начале ряда получается, да, я буду убавлять. Опять провязываю 8 петель, возвращаюсь обратно, следующий ряд опять 8 петель провяжу, потом перейду к убавкам. Так, начало ряда, первая на спице, следующие 2 петли провязываю вместе, убавила одну, и далее вяжем как обычно, довязываем ряд до конца, возвращаемся в начало ряда, следующий ряд без убавок, потом опять через ряд убавляем. И вот в начале ряда по одной точно так же убавлю до 4, до 3 петель можно. Да, вот уже по желанию. Так, вяжем, убавляем. Так, закончила я второе это ушко вязать. Теперь подвязала белую ниточку с изнанки и по всему вот этому верху наберу белой ниткой петли на круговые спицы номер 3. Сделаю вот такую вот обвязку, ремонтирую, потом обвяжу крючком вверх, потом перейду к подошве. Значит, наберу петли и по лицевой стороне провяжу изнаночными все, а по изнаночной стороне лицевыми. Вот 2 дужки крючок ввела, вытащила петельку. Так, пришла к центральной части. Здесь у нас петли были не закрытые, у меня, по крайней мере. Вот ввожу под петлю насквозь вот так вот. Захватываю. Да что ты? Вытащили. Вытащили. А здесь опять у нас крайние петли опять будут под 2 дужки. А передняя часть вот сразу насквозь. За одну петлю не вытаскиваю, потому что ну, просветы такие потом образовываются, и мне это не нравится. Можно было за одну петлю просто набирать, тоже можно, но я вот сразу по 2. Так, значит, наберем сейчас петли по изнаночной стороне. Возвращаюсь, все лицевыми провязываю. По лицевой стороне провязываю все изнаночными. 3-4 ряда провяжем. Я к вам вернусь. Провязала я 3 ряда. Ну вот сколько это, сантиметр больше, чуть больше сантиметра. Теперь по изнаночной стороне я это все подвяжу. Такая вот деталь получается.
подхватываю. Вот петелька у нас идет белая. Ниточку подхватила и подвязала. Опять крючок по петельку ввела и подвязала, привязала. Так, заканчиваю обвязку. Последняя петелька осталась. Так, подвязали. Теперь что дальше? Обвяжу весь вот этот вот мыс, весь верх крючком. Один раз столбиками без накида его обвяжем. Аккуратненько обвяжем весь верх. И дальше что будем делать? Перейдем к подошве. Значит, обвяжем сейчас весь верх. Обрежем эту нить. Теперь подошва. Сразу покажу, чтобы не возвращаться. Сейчас я другим цветом. Я буду обвязывать белым, но покажу на синем. Обвязываю подошву. Значит, это сторона пятки у меня. Расстояние здесь, вот где большие расстояния, я буду по 3 раза вытягивать петельки. И на мыске тоже. А среднюю часть по 2 раза буду обвязывать. Раз, вытянула нитку. Второй. И третий. Опять крючок ввела. 1, 2, 3. Обвязываю так, чтобы не было сильных просветов вот между нитками, между петлями этими. Ох, 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 зацепила нитку. Так, обвяжем до конца сейчас вот эту вот подошву и верх шлепки нашей. Я к вам вернусь и будем примонтируем верх к низу. Закончили, обвязали верх, обвязали подошву. Теперь нам это делать все нужно прикрепить. Значит, середина, здесь середина на подошве. Иголочками, булавочками это нужно соединить, все равномерно распределить. И сейчас я здесь закончила. Начну делать обвязку. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Значит, как я буду обвязывать? Тут несколько способов можно применить. Ага.
Сейчас эти петли соединю. Так, задник я провяжу. Крючок ввела и протянула через петельку. Крючок ввела и протянула через петельку. Такая плотная задняя часть получается. Сейчас я так провяжу до начала вот этого вот верхней части. Так, далее привязываю вверх. Здесь край хорошо закрепим. Далее я буду привязывать 2 вместе. Захватываю и привязала за верхнюю часть, за нижнюю часть. И привязала их. Верхнюю, нижнюю 2 дужки и привязала. Или же можно продолжать соединять тоже вот таким же швом, как я вязала задник. Смотрите, верхний шов, нижний шов, и просто вот вытащили и протянули. Опять верхний шов, крайние петли, нижние крайние кромочные петли, вытащила и подтянула, подтянула. Такой плотный шов получится тогда с боковой части. Захватили, вытащили и затянули вот так вот. Ну или же по 2 вместе связываем. Тоже повытягивала, сейчас тогда поаккуратнее. Ой, не могу развернуться. Нижнюю, верхнюю и 2 вместе связали. Значит, дойдем до мыска. Здесь тоже аккуратненько все разровняем. И все вместе примонтируем. Довяжу до конца. Сейчас к вам вернусь. Я пройду здесь еще один раз такой вот шов. Еще один раз сделаю. Так, закончила я обвязывать вверх столбиками без накидов. Подвязала все. Теперь что я сделаю дальше? Еще один раз я пройдусь, проложу шов по всему верху. Значит, так сразу вот отсюда я начну. Опять ввожу крючок под крайний ряд, под дужку. И вот так вот подтягиваю, вытягиваю ниточку. Ввела крючок, вытащила. Вытащила нитку, протянула через петлю. Крючок ввела, захватила нить, вытащили, протянули. И так по всей подошве, по всему тапку пройдемся, дойдем. Это я отсюда начала. И вот опять в начальную точку вернемся. И попрячем все хвостики. Зачистим все. И на этом будет сегодня все.
Вот, и вот по одной по всему тапку так я прошью. Еще раз увлеклась. Все, я на этом сегодня буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек, мира и добра. Пока-пока. Ай, снежинки сейчас надо выставить, не забыть.